Доброе воскресное утро, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии, о вышивке крестом и о моей жизни. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию необычное видео. В начале видео я хочу вам показать итоги этого лета 2025 года. А дальше будет идти, как обычно, моя вышивальная неделя, мой влог, не только вышивальная, если вы останетесь и захотите посмотреть. Там будет и рецепт венского штруделя, там будут показаны, чем я занималась помимо вышивки, и я думаю, это интересно. Ну, просто я знаю, что многие не смотрят влоги, потому что не нравится или времени на этого нету, но смотрят с удовольствием итоги. Так вот, поэтому вначале будут итоги, а дальше будет идти вышивальная неделя. Так что если там будут какие-то накладки, типа я хотела вам показать в конце недели, вот это здесь будет в начале итоги. А в конце уже всего видео вместе с влогом, вместе с этой неделей я постараюсь озвучить мои планы на осень. Я желаю вам приятного просмотра и надеюсь, вам это видео понравится. В этом случае поставьте лайк, напишите комментарии, мне будет очень приятно пообщаться, узнать, кто смотрит меня. Я очень благодарна моим постоянным зрителям, которые мне постоянно пишут комментарии. Спасибо, девочки, огромное. Мне это очень приятно. У меня уже такая тут тусовка собралась постоянных моих зрителей, с которыми мы общаемся. Ну что ж, итоги лета 2025 года. Ну и вначале я, конечно, хочу показать вам уже готовые работы. И первой готовой работой этим летом и был мой зачарованный коттедж от это производителя Dimensions. Это старый набор, он уже, он вышел из производства, но сейчас его переиздали. Хорошая новость, тот, кто захочет вышить этот дизайн, он сейчас есть в продаже, и его легко купить, и это очень приятно, потому как я вышивала подбором, схему нашла в интернете и вышивала нитками DMC, а не нитками Dimensions. Я думаю, оригинальный набор это гораздо удобнее. Если бы я, может быть, подождала бы немножечко, то я бы, наверное, смогла купить набор. Но мне горело, мне нужен был срочно этот коттедж, и вот я его вышила. И вот я вам покажу, я его... Вот такой коттедж он получается, очень красивый. Я вам вставлю этот номер этого дизайна, название оригинальное этого дизайна, если будут желающие его приобрести, чтобы вы знали, какой это Dimensions. Ну и сейчас покажу вам поближе, рассмотрим детали. Вот такая красота неземная, прям я не шучу, и мне очень нравится. Я получила огромное удовольствие, вышивая этот дизайн. Ну вот что значит, мне очень он нравился, мне очень его хотелось, и поэтому он мне шел очень хорошо. Вру, 32-й каунт равномерка у меня, и поэтому у меня этот... дизайн не вмещается в стандартную рамку. Если вы будете вышивать по набору, то у вас влезет он в стандартную рамку, какая-то 13 на 18 или что такое. Ну, в общем, вы знаете. Очень мне понравилось все. Во-первых,
такой 3D эффект он получается. Понравились вот эти розочки, они действительно как настоящие цветочки, вот так на этом козырьке. Сейчас, подождите, чтобы пальцем не тыкать, по-моему, возьму ручку или что-то. Так, отволокла все ножницы вниз в гостиную, не хочу спускаться, потому что там сейчас Лулу, это моя собачка, вдруг кто не знает, начнет буянить, поэтому показываю палочкой, не знаю, что это за палочка, ну вот. Так вот, вот этот козыречек, вот видите, он как бы выступает, и на нем как бы вот такие эти плетущиеся розы, очень классно. Вот цветущее дерево на заднем фоне, небо полукрестиком вышивается, потом сам домик крестиком вышивается, не очень много бэкстича. Единственное, может быть, где-то было вот здесь немного вот такая каша-малаша, но это не испортило абсолютно эффекта и от работы. Очень-очень приятно. Ну и, конечно, зашивать вот это было немного нудно, но тем не менее справились. Вот такой выкладной кординг я взяла, у меня уже был готовый, скрученный, я не крутила сама. Это уже было готово, я просто пришила и все. И вот такая красота получается. Мне очень нравится. Вот я уже поняла, надо вышивать дизайны, которые тебе очень-очень нравятся и которые тебе сейчас вот прям очень-очень сильно хочется. И тогда они получаются быстро, легко, в удовольствие и очень красиво. И ты ошибаешься меньше, и ты более какой-то, знаешь, вижу цель, не вижу препятствий. И идешь к своей цели, и все это прекрасно и замечательно. У меня есть видео по этому набору, по этому дизайну, набору. Да. Так что, если вам интересны подробности, проходите и смотрите. Великолепный, великолепный. Я его обожаю. И, как его можно не любить, потому что это, наверное, на мой взгляд, это лучший домик у Dimensions, который есть. Вот. Вот такая первая законченная работа была у меня этим летом. Так, следующая законченная готовая работа этим летом у меня была вот такая вот закладка. Вот такая закладка книжная, потому как я достаточно много читаю, и несколько закладок уже ушли в неизвестном направлении. Я беру книги в библиотеке и иногда свои закладки забываю в книгах, и кому-то бонус за то, что читает, получают такие вот вручную сделанные закладочки. Вот такая большая, это я первый раз такую делаю. Так, у меня были закладки попроще, там была розочка вышита, что-то такое. Этот дизайн я взяла из книги, я вам ее показывала, Punto Croce Creativa называется, креативная вышивка крестом называется. И здесь много очень интересных дизайнов, здесь много очень красивых сэмплеров таких старинных. Вот этот, что я вам сейчас показала, 1895 года. И есть схемы тоже на некоторые из них или на части некоторых из них. Есть у меня обзор этой книги, так что если вам интересно на нее посмотреть, есть видео, в котором я ее листаю. Очень красивые дизайны, и я поддалась влиянию девочек из Америки, которые очень любят сэмплеры. Да, не только из Америки, многие девочки вышивают сэмплеры, им очень нравится. Я еще не прониклась полностью этим духом этих сэмплеров старинных. Решила попробовать и сделала эту закладку. В этой закладке там в дизайн, этот дизайн, видимо, воспроизведен
современным каким-то художником. Сейчас вам покажу. Вот так выглядит этот сэмплер. И, как вы понимаете, я вышивала вот этот бордюр. И я ориентировалась по вот этому, по этой картинке, потому как здесь ключ дан в нитках DMC. И когда я начала вышивать, я как-то поняла, что мне не нравится, как эти нитки DMC подобраны. Тут были очень яркие оранжевые цвета, но я считаю, что к этим, ну, этот сэмплер, как он бы старинная вышивка, слегка выгоревшие хотя бы, но никак не оранжевые. Вот на месте, вот здесь в серединке было ярко-ярко оранжевый, и вот на вот этом цветочке тоже была ярко-ярко оранжевая такая нитка. Ну, мне показалось, она неуместна здесь, и я сделала свой подбор. Опять же, я рассказываю в моих видео об этой закладке. Проходите, смотрите. 151 раз я вам повторяю, больше не буду говорить. И я вот думаю, что со временем я все-таки приду к тому, что я вышью этот сэмплер, потому что мне здесь нравится вот этот... Ой, извините. Вот этот нижний бордюр, очень он красивый, вот этот. И сам вот этот букет, схема букета есть. И вот схема, к сожалению, вот этих домиков нету. Мне бы хотелось эти домики, они классные, они выглядят суперски. Вот поближе вам показываю их. Но нету, есть вот этих цветов, букеты есть. Ну, алфавит я не буду, видимо, вышивать. Ну, а сам сэмплер очень красивый, мне он очень нравится. Так что со временем, может быть, когда-то, когда я дошью все свои начатые процессы, я вышью и этот сэмплер. Ну, где наша не пропадала, как говорится, мы же умирать не собираемся, сегодня не выщем, завтра выщем. Следующей готовой работой этого лета у меня было яблочко от Mill Hill. Вот на моем презентационном столике, на котором я вам снимаю видео, вот такая у меня композиция, вот такое у меня есть дерево, и на него я уже повесила такие более-менее осенние Mill Hill. Эту игольничку я делала уже очень давно, и вот типа у меня под деревом вот такая полянка. Ну, смотрите, какая она классная. Супер. Я заморочилась, да? Накрутила тут и шовчики рококо, и эти, как их, Lazy Daisy, и французские узелки. И понятно, ну ладно, не об этом. Так, а яблочки. Вот такое яблочко я вышила. Сейчас я вам покажу какой-то номер и все прочее. Вот так она называется. Это из осенний урожай коллекция. Вот такой ее номер, вот такое название. И вот такое оно должно было получиться. И вот такое оно у меня получилось. Получилось очень красивое. Кто не видел мое видео про это яблочко, там был одна конфуз. Я не довышивала зеленый бисер. У меня вот здесь, видите, вот этот зелененький бисер, я, короче говоря, вот от этого до этого места я его просто пропустила. И моя зрительница мне говорит: ну а что ж ты оформила уже, заклеила задник, а бисер не довышивала. Ну мало того, что я вот здесь его не закончила, так я и вот здесь его пропустила. Вот здесь было несколько, вот эти рядочки пропустила. Ну вот, ну о Mill Hill особо много не скажешь, потому что он великолепен, потому что он прекрасен, разработки замечательные, там какие-то гении работают, наверное, на этот Mill Hill, потому что такие красивые, ну, какой ни возьми, они прекрасные. Мне не нравится, на каждый вкус найдется
свой дизайн. Мне нравится очень сильно это яблочко, и, как вы понимаете, занимает одну пару вечеров, или если у вас есть целый день, за один день можно даже его сделать. Задник я закрываю вот этим самоклеющимся, как это называется, бархат бумажный, и вот так у меня они остаются, очень красивые. Я обожаю милхиловские вот эти маленькие игрушечки. Конечно, это такое баловство, но греет душу, короче говоря. Такие маленькие красивые вещички, которые украшают нашу жизнь. Вот так. Впервые у меня случилось в этом наборе, мне не хватило бисера. Вот этот сиреневый, очень красивый бисер, мне его не хватило. И здесь есть некоторые места, которые надо было вышивать им, а я вышила уже зеленым. И вот в этих висюльках должен был быть этот сиреневый, а у меня он только зеленый, потому что он у меня закончился. И я вообще была очень-очень удивлена, потому что никогда такого не случалось. Всегда у Милхила с запасом. И ниток вообще там чуть ли не на 2 отшива кладут. Ну и бисера всегда было достаточно, и хорошие остатки оставались. И это впервые со мной случилось такое, что мне не хватило бисера. Ну вот этого сиреневого. Так что... будьте осторожны, права на ошибку нет, вышивайте, не теряйте, не рассыпайте, котики, собачки держите подальше. Вот такая красота. Ну и следующей законченной работой была у меня вот такая овечка. Она ворвалась в мою грешную жизнь, как говорится, внезапно. И вот такая красота у меня получилась. Вот такая замечательная овечка. Здесь тоже были свои приключения с этой овечкой. Тоже есть видео о ней. И можете смотреть. И сейчас мы ее рассмотрим чуть-чуть ближе. Вот такой у нее колокольчик. Вот такие жемчужные бусеры на мне вместо ножек. Вот так. Здесь жесткая картонка и фетр. И голова, хвостик, это тоже сделано из фетра. Вышивала я этот набор шелком, оставшимся от мандалы у меня. Ну вот, такая красивая овечка у нас получилась. Господи, Николай II. Все это вышито Rainbow Gallery, и поэтому оно все так блестит. Я не знаю, видно ли вам. Вот так, если может, я покачаю, вы увидите. И очень красиво. Была интересная техника вышивать вот эту бахрому. У меня даже есть видео, такой небольшой мастер-класс. Ну, как мастер-класс, я вышивала и показала, как это делается. Вот такой колокольчик, который я заказала на Алиэкспресс. Вот такие у нас голубенькие глазки красивые. И вот такие славненькие ушки. Вот такая красота. Вот с этой ниткой у меня было приключение. Я заказала нитки, там было написано, что требуется 2 мотка. Я заказала 2 мотка, а там вполне было достаточно одного, даже от одного остались остатки. Ну, что теперь? Вот так называется этот буклет, ну, схема. Это фирма Cotton Pixels, я так думаю, Ship Quilt. Вот так она должна выглядеть, потому как вот это все, это было подбором. Единственное по ключу это само тело овечки, это белая нитка, ну можно ее было вышивать от DMC и не париться. Вот здесь дана схемка на этой стороне, а на этой стороне ниточки и описание, как его делать. У меня
Есть видео от начала до конца, как я делала эту овечку, так что проходите. Вот такая красивая овечка, мне очень-очень она нравится. Моя дочь называет овца с ковром. Ну да, может быть. Девчонки мне в комментариях написали, ну да, все понятно, но только зачем овце попона? Она что, мерзнет? Ну, ее, наверное, побрили и накрыли, чтобы не мерзла. Вот такая красота. Ну что ж, друзья, наконец-то к 6 вечера у нас разведнелось. Это, наверное, в наказание мне за то, что я ныла, что слишком жарко, и мне не нравится такое лето. У нас зарядили дожди, и 2 дня льет как из ведра, и вообще обещали, что тут чуть ли не потоп у нас случится, и надо быть осторожными, и держаться подальше от рек и озер. Ну, как-то... Да, дождь идет, он идет очень много и очень долго, 2 дня без перерыва практически, или на коротенькие перерывы, но потопа, слава богу, нет. А я к вам с отличной новостью. Я закончила лето, наконец-то, и сейчас я вам его покажу. И вот оно какое, наше лето. Лето теплым солнышком согретым. Лето — это хорошо. Так, вот такая у меня лаванда получилась. Вот такая у меня надпись получилась. И что я вам могу сказать? Я закончила наконец-то этот баннер, чему я безмерно рада. Ну, тут у меня... Я так радовалась. Вчера я вечером закончила его, а сегодня утром я его глажу и смотрю, и что же я вижу? Сейчас я расстелю на полу, и вы увидите тоже то, что я видела. Ну вот, что у меня получилось, что у меня лето получилось сдвинутое в левую сторону. Как вы видите, здесь видите вот эти сердечки, они все на одинаковом уровне. Это все сдвинуто в эту сторону. И если вы спросите, буду я это переделывать, во всяком случае, сейчас я это переделывать не буду, потому что, ну, я уже повторялась 153 раза. И снова повторюсь, не мой это дизайн, не мой это производитель. Получается очень красиво, мне очень нравится, как это все выглядит. Но вышивать мне не приносит абсолютно никакого этого удовольствия. Может быть, он полежит. И я соберусь с духом и хотя бы сдвину вот эту надпись и эти вот сердечки, ну, чтобы они были одинаковые. Естественно, я вот эту всю картинку сдвигать не буду, но вот это я сдвину. Во всяком случае, это надо выпороть и перешить. Ну, как я сказала, не сейчас и не завтра. Так что вот такая законченная работа. Либо я скажу, я художник, я так вижу, кто это к нам сюда пришел. Пришла помощница. Ну вот, помощницу отправила обратно на кухню. И сейчас покажу вам лето поближе. Ну и вот поближе посмотрим эту прекрасную лаванду с этими прекрасными шмелями, пчелами или кто они там, кто бы они там ни были. Очень красиво получается. Здесь, несмотря на то, что частая смена ниток, здесь как-то было намного легче, чем весну вышивать, как я вам уже говорила. Она, либо я попала в этот, знаете, в такт, и оно у меня шло, все по порядку, и хорошо как-то все сочеталось. Ну, в общем, как говорится, когда хочешь просто это добить и уже без удовольствия вышиваешь, а просто хочешь довышивать, закончить, убрать с глаз долой, из сердца вон и забыть, как страшный сон. Так вот и получается, что ты делаешь ошибки на ошибки. И я вам сейчас покажу ошибку, не самую грандиозную, но одну из многих здесь в этом дизайне. Итак, схема, как это
неудивительно, была вот такая. Она была разбита на две части, на двух разных страницах. Я вырезала и вот так пришпандорила эту схемочку вот таким образом, как это мы делаем. И я погнала с середины, вышивала, 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 навышивала до сюда. И смотрите, что здесь получается. Вы это видите? Я ж вот так приклеила. Я так и вышивала. И вот, оказывается, поближе посмотрим еще. Оно надо было вот так делать. И поэтому она у меня вот до сюда, до самой макушки, до самой весны дошла, потому что вот здесь надо было эти 10 клеточек, вот как раз здесь, вот смотрите, вот это вот и вот это вот, видите, как раз эти 10 клеточек, которые они наезжают друг на друга. Ну вот только за такое надо руки этим славным печатальщикам оторвать. И мне, такой внимательной вышивальщице, тоже что-то сделать. И, естественно, я когда уже вот эту часть дошила правую, с вот этой вот ошибкой, как вы помните, я из центра начала и пошла сюда. И я вот это вот довышивала. Ну, вы знаете, я даже лаванду эту вышила, я вообще не заметила. Я заметила только, когда я начала пчелку вышивать. Я дошила эту лаванду, с этой стороны я сшила эту лаванду. Подумала, ой, ну хорошо хоть вместилась. Я такая вот плохо рассчитала, не так, не отцентровала правильно, и по высоте неправильно. Все я правильно отсчитала, просто... внимательнее надо смотреть на схему. И вот так оно и получилось. Ну и потом я уже подогнала, веточки вот эти понашила такие, и вот здесь эти пчелки оставила. Но вот вышло так, как вышло. Конечно, было бы неплохо сместить это лето. И оно может не так бросать в глаза, что и эта картинка смещена. Либо может еще вот такую ветку отзеркалить вот сюда. Ну, это вот все такое, знаете, вот если бы ДКБ, во рту выросли грибы, нет, не буду я этим заниматься, не буду я это делать, не буду я ничего переделывать. Максимальное может быть, это не факт, что я сдвину вот так вот надпись, все. И ее сдвинуть прилично получается, смотрите здесь. Ну вот. Ну так, хорошо, наверное, клеточек 15 мне надо будет ее сюда вправо сдвигать. Вот такое получилось лето. Лето получилось какое-то незадавшееся. Ну, в общем и целом, неплохо. Как вы помните, сейчас скажу вам по техническим всем этим самым. Производитель этого дизайна итальянский, называется Serenità di Campania. Вот так выглядит этот буклетик. Покупала я его на выставке Фарминджана. Сейчас мы вытащим и посмотрим. Здесь вот на английском можно еще написать это весна-лето. И они предлагают либо отдельно вот такими этими самыми квадратиками вышить, но я подумала, ну куда вот этот размерчик, куда его подушечки маленькие сделать, ну как-то так. И я решила делать баннер вот такой. Ну, как видите, здесь расстояние, конечно, побольше, хотя побольше, но вот тут здесь они пишут, значит, 60 сантиметров. Лина 13 филий, это 32 каунт, значит, у нас. И вот я померила в длину, он у меня 60 сантиметров. Вот в ширину он у меня 45 сантиметров не получается. В ширину у меня вот так он получается. Даже я захватила от этого сердечка, вот до этого сердечка, это значит вот настолько больше.
У меня получилось 25 сантиметров, ну никак не 45, я не знаю, откуда здесь 45 сантиметров возьмется. Ну, вот видите, я вас не обманываю, вот так вот написано. Вот так она называется, если вам интересно. Чичилия Вота — это дизайнер, которая делает это все, разрабатывает дизайны этих. И здесь, посмотрите, какой нехилый ключик. Вот такой. Ну, он, естественно, все эти цвета используются. Ну, вот здесь в основном сиреневые. И тут их несколько, по 5 штук. В ромашках там были все оттенки серого. Сколько их там, 50? В тыкве желтые и так далее. Так что вот так. Канву я красила чаем сама. Не канву, это у меня лен. Нет, это у меня лен. И вот такой получился баннер. Что вы скажете? Что вы мне посоветуете? Переживать это лето или ну его? Ай. Ну, красота, согласитесь. Такие шмели получились очень натуральные. Вот эти, особенно, которые боком висят, летают, мне очень нравятся. Вот эти маленькие, они больше на каких-то мух похожие у меня получились. Ну, а вот эти вот большие, они очень красивые. Особенно вот этот мне нравится. А издалека так они вообще, ну, точно мохнатые. Такие очень красивые. Вот сейчас я вам издалека покажу. Вот. Ну, красота же. Красота ж ведь. Ну что же. Вечно я чем-то недовольна. Что за характер такой? Лето ей жарко. Лето ей слишком много дождей. Не угодишь вам, мадам. Ну вот, пожалуй, и все работы готовые, которые я закончила этим летом. Ну что, вот я свинюшку переоформила. У меня были здесь пуговицы деревянные, которые полиняли. Мне пришлось их отпороть и пришить вот так жемчужинки, как я делала на овечке. И вот так я переоформила своего поросеночка. И кроме того, что законченные работы, у меня же еще работы, которые я вышивала этим летом, но они не законченные, увы и ах. И сначала я вам покажу мирабилью. Называется Ти, Нора Корбит. Вот такие две девочки у меня должны получиться, которые пьют чай в саду. И посмотрим, на каком же я моменте с этими девочками. Вот. Одна юбка уже практически красная вышита. И вот я начала белую вышивать эту юбку. Столик и кувшинчик с чашечками уже готов. И вот такая красивая мирабилька у меня получается. Так что прекрасный набор. Мне очень нравится вышивать. Здесь большие участки зашивки, поэтому это вышивается очень славно под какой-нибудь сериал, либо под видео YouTube. Ну, в общем, одно удовольствие вышивать мирабилью. Это моя первая мирабилья. Первая. И поэтому я в восторге от этого дизайна. Еще один прекрасный, просто замечательный дизайн. Это дизайн Надежды Нагорной «Петух в маках». Вообще, ну просто огнище, красотище. Посмотрите, какой он красивый. И это еще без бэкстича. Я просто вышиваю, а потом буду в конце страдать, потому что там километры и километры этого бэкстича. Но зато
как красиво это получается. Это не такой простой, естественно, как Mirabilia. Здесь очень частая смена нитки, и надо быть очень внимательным, потому что, ну, это, как все авторские дизайны, они, ну, как по мне, они сложноватые, они не такие простые, как, хотя Нора Корбит это тоже автор, тоже можно сказать авторские дизайны. Ну, в общем, это сложнее Mirabilia, но это очень классно выходит. Мне нравятся цвета, мне нравится вышивать. Здесь очень хорошая. Здесь у меня Belfast, по-моему, 28 каунта. Он очень комфортный цвет и очень приятно вышивать. Просто обожаю этого петуха в маках. Я не знаю, правда, куда я его повешу, когда я закончу. Ну, это уже будет когда. Будем думать об этом, когда закончу. Следующее. В прошлый раз, последний раз, когда я показывала эти розы, мне возмущенный комментарий пришел. Розы какие-то невнятные, и вообще надо показывать, как называется, кто производитель. Вот такие розы. Значит, производитель это Dimensions, но у меня реплика с Алиэкспресса. Сейчас я вам покажу превью, не падайте в обморок. Его чуть-чуть пожевала Лулу. Вот. Вот так он называется на Алиэкспресс. Видно вам? Roses on the windows. Розы на окне. Вот. И здесь глянцевая такая бумага. И вот так напечатана схема на этой стороне и на этой стороне. Но я вышиваю по саге. И поэтому этой схемой пользуется Лулу. Вот. Ну, может, вот так еще будет вам получше виден. Вот такой должен был быть результат. Так я понимаю, розы такие же невнятные и останутся, потому как это такой стиль, они так и должны быть. Да, здесь еще будет бэкстич, но я не думаю, что кардинально изменится вид этих роз. Но этим мне этот дизайн и нравится, потому что мне именно в этой технике, нет, не техники, техника это крест, в этом стиле мне и хотелось вышить что-то такое, бабушкины какие-то вышивки типа такого, оттуда из 60-х, 50-х идут. Розы. Следующее, что я вышивала этим летом, я знаю, что вы сделали этим летом, прошлым летом, то есть так. Это было утреннее озеро. Это, опять же, набор Dimensions, оригинальный набор, вышивается на оригинальной конве 18 каунта. Что я понимаю, мне, наверное, уже надо прощаться с конвой 18 каунта, потому как мне уже становится некомфортно, слишком она мелкая. И вот так выглядит набор. Сейчас поверну, чтобы не отсвечивало. Вот такое. Да что ж эти окна отсвечивают. Вот так. Утреннее озеро, вот название. Так, как бы мне показать, чтобы... О, может вот так. Ну вот. Вот такой набор. Это Gold Collection Petit. Вышивается здесь практически все полукрестом, за исключением домика и лодок и пристани. Все остальное полукрест. И несмотря на это, мне очень туго это все идет. Но зато получается великолепно. Прекрасный дизайн, очень красивый. Опять же, я в восторге от того, как Dimensions делает это 3D эффект. Прекрасные разработки. Обожаю.
Ну что же я еще вышивала этим летом? Наводила порядок у себя в рукодельной комнате. Я перематывала все свое мулине, наконец-то. Я его систематизировала, сложила в коробки, подписала, все разобрала, потому как вот эти кулечки, кучки, где это мулине было, раз этот самый. И потом я наводила порядок также в коробках с моими схемами, с моими работами и со всем прочим. И я отрыла, что я отрыла? Я отрыла дизайн от Алисы «Воскресная прогулка». Я его забросила давным-давно, и потому что я там сделала ошибку. И я не хотела за него браться больше, и я его положила в самую большую коробку, на самое дно, и когда я перебирала, я его достала и развернула зачем-то, и поняла, что он очень красивый, и что мне все-таки хочется его довышивать, и тем более уже такая большая достаточно работа проделана. Это обидно его оставлять, забрасывать, и поэтому я начала продолжать этот дизайн, который называется «Воскресная прогулка». Ну, здесь у меня все очень печально. Во-первых, сейчас я вам покажу. Так. Вот так это должно быть финальное, так сказать. Вот так это должно быть в конце. Но у меня здесь очень плохая организация, ну, можно сказать, вообще никакой организации. Вот такие палетки, которые были в наборе, на них просто навешаны эти нитки, и я втыкаю сюда эти иголки. Я вышиваю по саге, и там очень неудобно, потому что в саге я не знаю, какие номера ниток даны. Здесь номера вот так даны. 1, 2, 3, 4, 5. И тут вы видите, здесь крест 2 нитки, крест в 1 нитку, полукрест 2 нитки, в 3 нитки. И вот эта табличка, и вот я вот эти бленды сюда навешиваю. Ну, короче, это страшно неудобно. И в саге написан номер нитки гамма, по-моему, если я не ошибаюсь, а здесь единичка. Ну, короче говоря, я хочу как-то организовать, чтобы это было удобно, чтобы когда я беру следующую нитку, либо я когда беру бленд, а здесь бленды тоже тут из 2 ниток, видите, из 3 ниток эти бленды состоят. Ну, в общем, не так уж просто. И тут практически все вышивается блендами. Тут чистых цветов очень мало, практически все бленды. Я не знаю, почему нельзя было сделать, ну, зато красиво получается, что ж я могу сказать. Ну, надо заморочиться, здесь надо сесть, сосредоточиться и сконцентрироваться и вышивать, потому как я уже сказала, я сделала ошибку где-то вот с этой стороны, где-то вот здесь у меня ошибка, и поэтому сейчас я пошла вышивать в эту сторону, потому что я не хочу искать ошибку, где она здесь. Довышиваю на этой стороне, а потом здесь, ну, придется здесь подгонять что-то, ну, может выпороть кусок надо будет, не знаю, посмотрим дальше, как это все будет. Но первым делом надо это все правильно организовать. И мне нравится вышивать, чтобы было много ниток, чтобы эти нитки были уже заправлены, особенно бленды, потому что вот это каждый раз вот это их складывать, это немного нудно. Вот, ну, и что? И все. И на этом все, что я делала этим летом. Надеюсь, вам понравилось. Скажите, какой вам набор больше всего нравится, какой бы вы вышивали, какой вы бы не вышивали ни за что на свете, не взялись бы, не захотели бы вышивать. Ну, дальше смотрите мою неделю
влог. Друзья, сегодня у нас уже вторник. Вчера мы съездили с дочкой в Варезе, погуляли там, пообедали, классно провели, короче говоря, время с Лулу, что, конечно, добавляет стресса немножко, как она реагирует на всех собак. Ну, закончились выходные, закончились бурные празднования и начинаются будни. И сегодня я получила как раз вовремя вот эти коробки и эти бобинки. И у меня есть шанс наконец-то закончить наводить порядок в моей рукодельной комнате. Это вот эти нитки с Алиэкспресс. Я их хочу положить в отдельную коробку. Чтобы знать, что это у меня не DMC оригинальные, а с Алиэкспресс. Вот. Потом у меня вот такая ключница была. Давно я ее делала. Сейчас покажу задник, не падайте в обморок. Это было лет 100 назад. Вот здесь у меня был этот самый... Здесь такое дерево, здесь не вбивается ни гвозди, ничего здесь сделать нельзя. Это, по-моему, я в Zara Home покупала эту рамку. Вот эти штучки, это просто они наклеи. И вот здесь была вешалочка на клее, вот так. Видите, даже остался клей. Но, видимо, тяжелые ключи все-таки они оторвали эту застежечку нафиг, и это грохнулось. И я теперь не знаю, как мне ее починить, потому что гвозди сюда не вбиваются. А рамка очень красивая, она мне очень нравится. Вот. Так что еще мне сегодня предстоит посушить яблоки, потому как они долго не лежат, тот сорт. Показать мою чихуахуа, которую я вязала. Ай, такая смешная получилась она у меня. Из не вместившихся яблок в сушилку я решила делать струдель. Все делается на глаз, поэтому заливаем горсть изюма кипятком, добавляем туда алкоголь, у меня бренди, столовой ложки будет вполне достаточно. Миндаль слегка обжарим на сковороде. 3 крупных яблока, очищенных и нарезанных кубиком, заливаем лимонным соком, измельчаем миндаль. И теперь нам надо все это смешать, яблоки, изюм и миндаль. Туда же добавляем чайную ложку корицы и все хорошенечко перемешиваем. Теперь займемся тестом. Слоеное тесто раскатываем на полотенце. Надо раскатать его так, чтобы был виден рисунок на полотенце, вот до такой степени. Растопленным сливочным маслом 40 грамм, где-то здесь примерно, пропитываем весь корж, посыпаем столовой ложкой сахара, столовой ложкой панировочных сухарей. И теперь выкладываем на лист нашу начинку, посыпаем сверху крахмалом. И теперь пытаемся завернуть по коротким бокам, вот подворачиваем вот таким образом. И скручиваем наш рулет по длинной стороне. Тут главное найти баланс между холодным и теплым тестом. Холодное слишком тесто только из холодильника, оно плохо раскатывается, а сильно
нагретое тесто, вот как у меня, оно плохо отделяется от полотенца. Ну, вот таким образом с помощью полотенца скручивается рулет, ну, нормально как бы. Но все-таки не сильно его нагревайте, это тесто. Тогда вам будет проще с ним работать. Начинку отступайте, ну, там, по 5 сантиметров от краев, чтобы она не выдавилась наружу. Скрутили рулет аккуратненько, и теперь его нам надо выложить на пергамент, на противень. Аккуратненько вот так переворачиваем и выкладываем. Желательно вот этим швом вниз. Ну, вот у меня не очень получилось это. Я перевернула. Если там образовались дырочки, ничего страшного, потому что нам все равно придется его порезать. Оставшимся сливочным маслом пропитываем сверху наш рулет и вот делаем, как я говорила, разрезы, чтобы выходил пар, когда печете. Отправляем в духовку при 180 градусов на полчасика. И вот такой рулет готов быстро, вкусно и очень экономно. И, как я уже сказала, с мороженым, еще горячий, очень вкусный рулет. И не надо заморачиваться, делать струдель по оригинальному рецепту, потому что это вытяжное тесто, оно сложновастенько делается. А так получается быстро и вкусно. Вы ни за что не поверите, что я получила. Что-то я сама не верю в это, на то, что я подвязалась. Вон даже подарочки дали. Ну, как вы уже догадались, что я собираюсь делать, я не осталась в стороне от всеобщего такого ажиотажа. И я тоже захотела повязать. Ну, как захотела повязать? Это называется «Сидела женщина, скучала». Мы с дочкой сидели, рассматривали в Пинтересе свитерочки. Собственно, мы хотели посмотреть, как там, с какими юбочками, какие свитерочки сочетаются. Ну и вот досмотрелись, что заказали. Ну, я, чтобы не соврать, 30 лет не вязала. Я вязала последний раз в молодости. И вот посмотрите, какая красота. Это будет для дочери. Альпака силк. Шелковая альпака. Красота. Сижу вам, рассказываю, а потом выясняется, что я не поставила на запись. Я и о чем же я вам рассказывала до этого. Дубль 2, как говорится. Решился вопрос. Теперь у меня нету каких-то сомнений, что мне взять, что мне повышивать, то ли девочек, то ли петуха, то ли утреннее озеро. Надо взять и вязать. Я, как я уже сказала, вязала последний раз 35 лет назад, очень давно. Я не знаю, справлюсь ли я, потому как как-то мне очень боязно. Значит, я не смотрела даже этих вязальщиц, ютуберов, я даже не знаю. Ну, скажу вам вот, что вижу. Вот эта фирма, которая, наверное, выпускает это Drops, Brushed, Alpaca Silk. Brushed это, наверное, расчесанная в цвете. Альпака шелковая. Сделана в Перу, вот здесь написано. Что тут у нас еще написано? У нас написано, что вес 25 грамм и 140 метров в этой. И здесь содержится 77% альпаки и 23% шелка. И они рекомендуют спицы 5 миллиметров. А этот чат GPT, подружка моя, мне порекомендовала спицы 8 миллиметров. А они пришли, и я такая думаю, ну что-то как бы на такую тоненькую ниточку, такие толстенькие спицы,
Я понимаю, там, конечно, этот кардиган, он такой тоненький, весь воздушный, невесомый, легкий, летящий. Ну, как-то все равно я не это самое, не знаю, сомневаюсь, берут меня смутные сомнения. Люди, кто вяжет? Пожалуйста, помогите, как у того говорится, так и я. Потому как у меня есть еще спицы 6 номера, такие же точно, только 6 номера. И так что я могу, если это будет слишком, я могу взять 6 номер. Ну, наверное, надо кусочек взять и повязать. Там несложный узор, там платочная вообще вязка, рукав реглан, кардиган не застегивается, а пояс подпоясывается поясом, но с широкими очень рукавами. И вам передается цвет неправильно. Он такой нежно-нежно-сиреневый. У вас слишком он насыщенный, этот сиреневый. Он намного, может, вот так, ну, светлее, тона на 3 светлее, чем вот это показывает вам. Вот, ну я не знаю, я как-то морально не готова сегодня это начать. Наверное, все-таки я сегодня повышиваю немножко. Уже завтра с силами, с новыми я примусь за дело. Я хотя бы образцы повяжу этими спицами и 6, и посмотрю, что там у меня получается. Вот такая новая авантюра у меня. И я вот эти маркеры купила, никогда я ими не пользовалась. Ну, это, видимо, удобно, потому что раньше, когда я вязала, мы ниточки просто другого цвета привязывали и все дела. А это так зацепило, готово. Я не купила там типа булавок, ну, я что-то не сообразила, что в кардигане там же я начну реглан этот вышивать, и там надо будет отдельно полки, спинку и рукава собирать на булавки. Ну, посмотрим. Пойду посмотрю, что там моя красавица разоряется. За что не догадаетесь, чем я буду сейчас заниматься. Вот мне больше просто заняться нечем. И что я хочу сделать? А я хочу... Вот тут у меня куча лоскутов разных всяких. И я хочу сплести из таких, которые уже ни на что не годятся, косы, чтобы сделать игрушку для Лулу, потому что она просто сгрызает все, что не попадя. И мне кинолог посоветовал: возьми старые тряпки какие-то, наплети косы, и будет тебе счастье. И не надо будет тебе покупать эти бесконечные игрушки, потому что мне уже, ну реально, ей эту игрушку на полчаса. Я даю игрушку, она ее загрызла. Ну, а это, она говорит, вроде будут держаться эти косы тряпочные. Так я сейчас переберу. Вот я вижу уже сейчас у меня вот эта какая-то тряпка, она не очень... Это, видимо, старый пододеяльник или что было, он уже никакущий. Вот из этого, наверное, я и наплету кос и сделаю такую игрушку для Лулу. Ну, наверное, все-таки для начала надо сходить в спортзал. Хоть раз в неделю ходить в спортзал, потому что я что-то совсем обленилась. Вот это вот 3 дня уже у нас бесперерывно идет, и что-то ничего не хочется. Хотела пойти в спортзал, но, блин, мне вообще вылазить под такой дождь неохота. Я думаю, может сегодня снять итоги лета, все равно я уже ничего не успею навышивать за эти 2 дня. Наверное, так я и сделаю, не хочу никуда идти. Надо сказать, это такое удовольствие делать так, я вам не могу передать, как это приятно. Когда, наверное, сильно злой, это хороший способ согнать свою злость. У-ху! Знаете, это похоже, как эти пупырки эти давить, так и оторвать эти тряпки.
удовольствие тоже. Вот такая кучка у меня получилась. Сейчас буду плести косы. У меня получилось на такой длинной веревке старый мячик прогрызанный. И вот это я накрутила, что-то непонятно, что, ну неважно. Все равно это все будет разрушено в течение часа. Я, наверное, возилась больше, чем она будет играть с этим. Ну что ж, друзья, как вы уже поняли, я сняла итоги лета и воткнула все в это видео, и как-то оно заняло очень много времени. Я не знаю почему, вроде не так не особо много я там навышивала, но все это снять, показать и смонтировать, ну, короче говоря, я 2 дня только этим и занималась. Ну, кроме этого, я сделала образцы. И, честно говоря, я не знаю, мне вот как бы больше нравится вот это, которыми спицами 6 я вышивала, вязала. Ну, а по картинке я смотрю, оно вот там такая крупная какая-то, ну, дырявчатая эта кофточка. И вот это 8. Конечно, у меня здесь петельки такие себе. Ну вот я не знаю, честно говоря, посоветуйте мне, кто специалист в вязании, потому как я не знаю, современные эти кофточки, что они должны быть вот такие дырявчатые. Я вам сейчас ставлю картинку, что я хочу, чтобы у меня получилось, а вы мне тогда посоветуйте, каким мне вязать, 8 чи 6. Вот. Ну, я надеюсь, видно было. Вот еще раз поближе. Вот так это 6, поменьше узорчик. И вот такая 8. Ну и кроме того, что я образцы связала, я повышивала моего петуха в маках. Сейчас покажу его. Вот он, мой петух в маках. Я здесь нашила немного, сразу скажу вам честно, признаюсь, что тут уже придумывать. Я вот вышила вот эту часть. Ну, здесь где-то крестиков 500. Ну, опять же, почему идет медленно, вы сами видите, какая здесь помесь, смесь. Это постоянно надо менять клеточку. И я в этот раз решила, потому что здесь даже вот когда остаются вот такие, вот если ты вышиваешь, я вышиваю по цветам. Вот я взяла, допустим, вот эту нитку и пошла ее. И сколько раз я уже ошибалась, потому что здесь они, видите, вот так полосочками, и тут надо отсчитывать каждый раз, где начинать следующее. И я уже сколько раз ошибалась, и я решила, не буду я, буду я вышивать. Вот вышила я темно-синий, потом взяла вот этот голубенький вышила, потом вот этот сиреневенький, ну, чтобы оно одно за другое цеплялось. Потому что я замахалась уже эти ошибки исправлять, выпарывать, это распускать все, как бы. И лучше, я думаю, я буду медленно, ну, как говорится, тише едешь, дальше будешь. И вот эту грудку я вышила. И здесь у меня где-то 50% уже работы сделано. Так что вот такой красивый петух выходит. И как я вам уже говорила, очень мне нравится этот дизайн, очень мне нравится, какой он яркий, красивый выходит. И вот так, такие новости на этой неделе. Закончила, подведем итог. Закончила я свой баннер многострадальный, который все равно придется еще дострадать его. Все-таки придется, я его повесила здесь возле меня, он висит, и я каждый раз смотрю, и меня аж коробит от этого съехавшего лета в левую сторону. Придется мне, наверное, все-таки надписи выпороть и перевышивать. Ну, это недолго, несложно. И закончила, сняла итоги, повышивала немножко петуха, порадовалась, что получила пряжу, навязала образцы. Да я молодец вообще, когда я это все успеваю. А сейчас будут
мои планы грандиозные. Я на своем презентационном столике вот так немножко поменяла декорации. Ну, в смысле, я поменяла картинку, поставила свои шикарные кукурузы. Обожаю я этот дизайн. И обязательно буду вышивать еще тыквы. Класс. Скажите? Ну, скажите. Ну, классно же, классно. Красивые эти кукурузы, огнище. Прям настоящие какие. Ну что ж, теперь бы мне хотелось поговорить о моих планах на осень. Планы у меня, конечно, наполеоновские всегда. Как их осуществлять, я понятия не имею. Ну, главное запланировать. Кто не любит планировать? Все мы любим планировать. И неважно, выполняются они или нет, это ж не производственный план, это наше хобби, поэтому все спокойненько. Первым делом, как вы уже поняли, мне надо связать, потому как это попросила дочка. И, естественно, она хочет к зиме этот свитерок, этот кардиган иметь, чтобы носить, естественно, потому как у нас весна, лето и осень не очень холодные, поэтому вязаные изделия, ну, как бы так они, да, они есть, ну, хотя она в Базеле, да, конечно, я говорю о нашей южной стороне, ну, вот, и поэтому первое мое такое желание, самое большее желание, это связать этот свитерочек. Потом, что мне хочется? Мне хочется начать, очень сильно хочу я начать вот эти тыквы белые. Давно я о них мечтала, мне очень они нравятся, я их очень давно хотела, вот наконец-то я их купила. И, естественно, я их буду вышивать. Они прекрасные, они великолепные, многие их вышивают на ткани, я буду их вышивать вот так на бумаге, как они есть, и я их хочу повесить рядом со своей кукурузой, у меня будет такая осенняя композиция. Вот, потом я, естественно, хочу продолжать вышивать. А что я хочу продолжать вышивать? Я хочу продолжать вышивать воскресную прогулку, что я вам показывала в начале видео, я надеюсь, вы не забыли вот эту. Потом я хочу продолжать вышивать петуха, может мне даже удастся. Я вот не знаю, я хочу выбрать, либо я буду вышивать петуха, либо я буду вышивать мирабилью. Ну, посмотрю, я еще не решила полностью, что я хочу. Вот это я хочу повышивать, продолжать вышивать. И потом я хочу, естественно, вышивать утреннее озеро. Ну, одним словом, из нового я хочу начать только белые тыквы. Ну, может, я там еще вот эти тыковки, игрушечки вышью такое из Милхила, что-нибудь простенькое, быстренькое. А так, в принципе, я хочу продолжить вышивать то, что у меня уже есть. Хочется мне еще, сейчас я буду рассказывать вам, хочется мне еще вышить игрушку от Ирины Наниашвили к Хэллоуину, эту кошку, как это называется, летучая мышь в виде кошки, или как назвать правильно, вставлю вам картиночку. Ну, это не точно, это мне хочется, а получится ли, я еще не знаю. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. Я надеюсь, вам понравилось, повторюсь. И прощаюсь с вами до следующего видео. Желаю вам теплой, уютной осени. И всем пока-пока!